Надо администрацию АвтоВАЗ вместе с депутатами и администрацией президента пересадить на эту Ниву. И не дай бог не пересядут. Как это добро открыть-то? Подожди. Ой, простите, пожалуйста. У нас что, бензин закончился? Доброе утро! Ну, что только не принесет нам Новый год. Вы посмотрите, какой Нивасик. Мордочка, как она мила, нова, привычна нам. Здесь нет никаких изменений, но если мы с вами идем вот туда назад, мы понимаем, что это Нива такса. И если не шутить, а говорить серьезно, у нас же сейчас завод АвтоВАЗ выпускает только Нивы коротыши. А это решает далеко не все нужды наших покупателей. Поэтому есть разные компании, которые делают свои варианты на эту тему. И вот эта невероятная красивая машина – это как раз-таки один из шедевров автомобилестроения российского, но созданного уже не конструкторами завода АвтоВАЗ, а просто сторонними компаниями. И я единственное, что не могу понять, вот на этой задней части, от чего фонари? Давайте, ребята, кто скажет, от чего эти фонари? От какого-то автобуса точно, от какого никто не помнит. И, конечно же, в комментариях вы должны оценить, как вы любите, разнообразными эпитетами, что вы думаете о внешности вот этого автомобиля. Это удлиненная Нива пикап. И я, конечно же, не могу предложить вам в своем автосалоне ничего подобного, потому что любые пикапы, которые у меня есть, это Mitsubishi. Они намного дороже. Да и много разного всего. Если серьезно, друзья мои, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот там в закрепленном комментарии, потому что бог его знает, что будет с YouTube. Я даже сейчас, снимая это видео, не предполагаю вообще, где оно будет выходить правом первого выхода. Поэтому, чтобы не потеряться, все мои новости в Телеграме. Там в закрепленном комментарии Телеграм, ссылка на Телеграм, открытый чатик, давайте болтать. Ну и вторая ссылка на Телеграм – это торговый канал, где выкладываются абсолютно все автомобили, классные машины по классным ценам с честными документами. Подпишитесь, там бывает и бэушка появляется, я вам точно пригожусь. В том числе мы возим машины на заказ. В общем, будьте со мной в одной и в другой телеге, и рано или поздно что-то полезное вы там 100% увидите. Спасибо. Единственное отличие, которое по мордочке я здесь вижу в сравнении с тестовой Нивой, которая у нас сейчас вот как раз в тесте, это то, что, видите, какой-то металлической пластиной у Нивасика впереди закрыли логотип. Дальше, смотрите, прямо начиная вот отсюда, после двери водителя, идет удлинение. То есть наш стандартный коротыш 21214, он заканчивается вот здесь. И начиная вот отсюда, его подрезают, и сюда интегрируется дополнительная полурама для того, чтобы этот каркас просто не разорвало, он не перегнулся в моменте, когда ее нагрузят. А также вот сюда в двери и в крышу интегрируется металлическая сетка, опять же для усиления конструкции. Колесная база увеличилась до 3 метров, 3 метра. Значит, сам кузовок это 1,5 метра в длину и 1,5 метра в ширину, 96 сантиметров в высоту. Внутри, опа, смотрите, так, как это добро открыть-то? Подожди. Ой, простите, пожалуйста. Это что ты ржешь-то прям? Я просто первый раз это делаю. Сначала вверх, так, сначала вверх, подожди. Вверх, да, вверх. Вот смотрите, вот этой ручечкой покажи. Ой, тут немножко красочка подстерлась, но, видимо, потому что это тестовый экземпляр, видите, она не на номерах, она выставочный экземпляр. Блин, ручка взята от какого-то говна, видимо, потому что она вся уже, на ней краска облезла. Ну, либо ее просто задрюкали за время всяких выставок. Сначала мы открываем вот сюда вот. Дальше здесь у нас есть упор. Блин, а куда его упирать-то, а? Чё ты ржешь, а? Чё ты... А, вот дырка, смотри.
Вот, мы его уперли. Вот так вот. Дальше. Вот так вот. А смотри, здесь внутри пристойно. Вот. Не то, чтобы там жить, как в этом... В Тесле Кибертраке можно, но здесь внутри, смотри, пристойно. Здесь прям маленький домик. Жалко, что туда нет никакого хода. Так, ну-ка давайте изучать, что тут у нас внутри. Судя по вот этим вот болтам, взяться не за что. Вот, судя по болтам, вот здесь вот, ребята, внешняя вот эта вот крышка Кунга, она съемная. Ну и, соответственно, дальше у вас здесь, как я уже говорила, 1,5 на 1,5. И, по-моему, я говорила 96-94 сантиметра здесь в высоту. Грузить сюда по паспорту вы можете 750 килограммов. Господи, как мне слезть-то теперь, не разложиться. Вот. Но сами конструкторы, которые эту машину делали, говорят о том, что до 950 сюда вполне можно класть и перевозить. Также спрашивали, можно ли сюда приделать фаркоп. По ТТС фаркопа нет. Для того, чтобы его поставить, нужно проводить дорогостоящие испытания, вот, ну, чтобы его на уровне именно от ТТС сделать. А их в данном случае никто не делал. Поэтому фаркоп, сразу скажу, здесь не предусмотрен. Здесь у нас все стандартно, кроме того, что у нас появился дополнительный вот здесь вот USB разъем на 2 порта, 2 слота. И управление пневмой. Ой, блин, да, это я внутрь залезала. Как всегда, домой приду с драными грязными коленками. Как всегда, убогие абсолютно подстаканники, которые вообще ничего не держат. Просто непонятно вообще, почему они такие, зачем они такие нужны. Ведь в них реально даже стакан, даже маленький стакан поставить невозможно. Типа, как издевка какая-то. Хотите пить за рулем? Не стоит. Не надо. Небезопасно. Дальше. Тук-тук-тук. Здесь есть какие-то дырочки под музыку, но сама музыка здесь напрочь отсутствует. Но опять же, это тестовый экземпляр. Я так понимаю, что человек, если хочет вот такую конструкцию, он просто заказывает ее, и дальше, если он хочет, ему сюда хоть Бенк & Олufsen воткнут. Да? Или это я выдумываю? Или Бозе, Боус. И еще, что я вижу, по-моему, сиденья у Нивы другие. Мне кажется, здесь ребята перешили салон под другой. Но самое абсолютно великолепное здесь находится на заднем сиденье. Это я. Да, это Владимир, оператор. И ее стандартная задняя подвеска эту нагрузку, конечно, не вывезла бы. Поэтому сзади здесь, вот если присмотритесь, увидите, вон пневмобаллоны, такие 2 плюшки друг над другом стоят. А перед ними, если смотреть ближе к колесу, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пластов рессор. Если я не ошибаюсь, вроде 6. Ну и сейчас вот сбоку давайте чисто визуально, как вы считаете, совсем она нелепая получилась? Или, в принципе, что, пикап и пикап? Просто она же узенькая, а ее, получается, не расширили, а только удлинили. Удлинили на метр относительно вот такой вот классической коротыша. По колесной базе она стала больше на 85 сантиметров. Увы, сзади нет двери, поэтому это немножечко странновато, честно говоря, в жизни выглядит. Но, тем не менее... Ну, как выглядит, так выглядит. Самый крутой комментарий был в телеграм-канале. Сейчас я выложила прямо перед съемкой. Так, слушайте, нужно поставить ее в кортеж к нашим этим властьпридержащим. И это будет лучшая проверка. Они докажут то, что вот люби отечественного производителя, даже когда это средний и малый бизнес. Ну, я согласна. Я, правда, не очень понимаю, что пикап будет делать в кортеже, но, наверное, ему найдется какое-нибудь применение. Хотя будет малышке в кортеже сложновато. Ведь под капотом у нее остался все тот же абсолютно стандартный мотор. За базу здесь взяли не Ниву Спорт, куда поставили 16-клапанник. Здесь все тот же 8-клоп, 80 с небольшим лошадиных сил и 1,7 объема. То есть под капотом не поменялось вообще ничего.
Ну, здесь главные прелести за рулем Нивы, они никуда не делись. То есть стандартно у вас правая рука должна быть немного подлиннее, чем левая, потому что если я сажусь удобно, то мне нужно немножко тянуться за селектором КПП, но это я ничего нового вам не сказала. Оно здесь, как у любой Нивы было, так, собственно, и осталось. Вот эти пик-пик, ну, это просто парктроники добавили. Так, мне очень интересно, как с этой усиленной рамой, добавленной металлической сеткой, плюс еще дополнительным кузовком и мотором 83 силы, вся эта колбасища поедет. Это же просто сервелат на колесиках, она очень длинная. Вот, так, сейчас давайте поменьше печурку сделаем. Можно ее вообще на нолик. Давай на нолик, да, повернем. Так, вот твою дивизию. Так. Ну, я вам скажу, что я просочилась в достаточно маленькую дырочку под углом таким себе. Но я просто не боюсь, я же на больших машинах езжу. Я не боюсь расстояний. Да, блин, вообще непонятно, как. Ничего, это парни мои такие крестятся. Как сейчас Володя говорит, слушай, все нормальные люди снимают там то, все, 5-е, 10-е. У меня, говорит, 4-я Нива уже за последние несколько месяцев с Леночкой снята. Так, и традиционно дальше у вас пальчики на руке должны быть под Нивасикины поворотники. Пальчики на руке левой должны быть немножко длиннее, чем на правой. Вот, потому что, иначе будет неудобно переключать. И вы должны не забывать, что вторая вот эта вот чудо-ручка небесной красоты, она переключатель света, а не поворотника. Слушай, вот это вот у тебя сейчас тоже было? Ты тоже это почувствовал? Что такое было? Это из-за того, что кузовок пустой, она так делает, да, на кочечке? Да? Потому что у меня ощущение, как будто мы кузов не закрыли. Да нет, закрыт кузов, я же в зеркало вижу. Ну просто она прыгает на каждой кочке. Ну потому что она не груженая. Представляешь, какая она какая-то будет ласточка, когда она загрузится? Это да. А между прочим, вот мы сейчас с тобой разогнались на светофоре, и что? Нормально. Вообще. Просто смотря, что ждать от машины. Два одиночества встретились, извините. Так. Смотря, что ждать от машины, то есть так-то, в принципе, она не Ламборгини, не пушка. В общем, кое-как она едет. Вот пустая, не груженая, она даже более-менее нормально сейчас поехала. Оно дело-то, конечно, сзади все великолепное, но только не очень я понимаю, как работающее. Потому что я, понятно, девочка не маленькая, 175 сантиметров мой рост, но у меня такое ощущение, что здесь все это дело вообще под безногих пассажиров. Потому что, смотрите, вот я поставила кресло так, что мне, прям совсем тяжело. Видите, как близко руль. То есть это прям на совсем маленького водителя, очень низкорослого. И у меня вот ноги уперлись. Но, правда, креслица сзади очень мягкая. То есть сидеть, упершись ногами, ничего страшного не происходит. Позиционируется это сиденье от Гранты как трехместное. Но втроем будет тяжеловато. Забавно то, что вы сидите высоко, то есть как бы вы сидите как будто бы на втором этаже. И в случае, если, давай, знаешь что, Володь, сейчас эксперимент проведем, позовем кого-то из моих ребят, как раз вон автовоз пришел, можно вон Серегу, техника Баканхеля, позвать, вон он за рулем. И мы сейчас, знаете, что сделаем? Я сяду сюда, Серегу посадим на переднее сиденье и поймем, это вообще реально сидеть здесь или нет. Сережа тоже среднего роста примерно. И будет вообще понятно, насколько вот все вот это имеет право на существование. Садись за руль и двигайся так, как тебе удобно. Закрывай дверь. Двигайся так, как ты бы сидел. Какой у тебя рост, Сереж? 1,80 м. 1,80 м, давай.
Ну, то есть 1,80 м это стандартный русский парень с фамилией Баканкель. Ты Блин, хотел колонку отрегулировать по высоте? Ну да. Ну, не хватает немного. вот сейчас, подожди, сейчас все, ты уперся, тебе не хватает? Ну да, все. Ну, ты меня прижал так, что ехать невозможно, сразу вам скажу. Вот, смотрите. Нужно, чтобы нога вот так было. То есть я вот так сидеть вообще никак не смогу физически. То есть мне нужно тогда сесть жопкой по диагонали, вот так вот. Ну и очень быстро затечет. Короче, смотрите, здесь либо человек за рулем низкорослый, либо человек сзади низкорослый. Два более-менее стандартных русских человека, 180-175, здесь, конечно, просто заколебутся. А ты можешь подвинуться так, чтобы... О, давай, пересядь на пассажирское. Вот если, допустим, у нас пассажиры, то есть насколько могут пассажиры вообще ехать более-менее нормально, ну, если, когда водитель, понятно, что ему должно быть удобно водителю, мы не можем водителя ограничивать по комфорту его расположения за рулем, это небезопасно. Ну, вот сядь так, чтобы ты... Нет, это ты вообще обнаглел просто, Сережа. Мне вот столько вот он оставил, реально 8 сантиметров. А сейчас... Он даже не защелкивается. А сейчас при любом движении, там, при любой кочке ты себе коленки будешь об пластик бить. Понимаешь, да? Это тоже не дело. А вот так тебе норм? Ну, не особо, но Но пойдет. сносно Да, пойдет, сносно. да? Вот это положение я искала. Короче, вот здесь вот вполне не за водителем могут ехать два пассажира среднего и чуть выше среднего роста. Потому что Сереже сносно, и мне тоже сносно. Не идеально, но сносно. Я представляю, сзади тут, наверное, потряхивает основание. Хотя я сижу на пневме же, да? Может быть, и ничего будет. База длинная, мягче будет ехать. Да, и база длинная, но при этом не груженная. Блин, очень интересно будет сейчас, как она поедет. Глобальнейший плюс внутри в том, что арки убрали. Видите, у нее база съехала назад, и вот здесь вот колесных арок нет. То есть, получается, это ширина сидения совсем другая. Мы когда ехали с Никитой, снимали вот такую Ниву обновленную, охренели, конечно. Сзади там было у нас 2 человека с другим оператором. И это прям... Но смотрите, здесь что есть? Здесь вот идет как раз внутри, видно усиление конструкции. И заботливо прямо под него вырезали дырку в коврике. Так смешно, да? То есть это прям такая ручная работа в прямом смысле. И вот как внутри выглядит вот эта стыковка на потолке, видите? И вот именно место, где заканчивается заводская Нива и начинается вот этот вот тюнинг-комплект, хвост начинается. А сиденье до меня доперло, почему здесь чехлы, потому что сиденье это от Гранты, а вот это от Нивы, и они по обивкам не стыкуются. На заводе не одинаковые обивки у Гранты и у Нивы. И получается, что чтобы оно все было вместе одинаковое, надели вот сюда чехлы. Это чехлы. Коробка здесь совершенно стандартная, ничего не поменено, 5-ступка, и по системе полного привода тоже, видите, постоянный полный сохранен, все рычаги сохранены, все рабочее. Но видите, вот я чуть-чуть телом подаюсь, чтобы переключиться. Это я свет включила сейчас, чтобы Мерседесу поворотник показать, я свет включила, молодец, что. Так, и кардан удлинен. Но не посредством шруса, а посредством дополнительной крестовины, чтобы шрус не вырывало. То есть так, в принципе, технически подумали по уму. Вот все, что вы видите, мы показывали там Кунг, вот в салоне, все это сделано вот уровнем Нивы. Совершенно не шикарно, никоим образом там не... Знаете, можно сделать вот Ниву, как я у ребят, там, армянин парень, помните, снимала, прям вот красиво от Мерседеса, тюнинг-комплекты, все очень здорово. Нет, здесь все сделано уровнем Нивы. То есть просто добавлен дополнительный функционал в виде вот этого Кунга. Все простое, кое-где немножко кривенькое, косенькое, но также, повторюсь, эта машина, она же не дорожной эксплуатации, то есть мы сейчас просто делаем маленький-маленький тест-драйв вокруг, а так-то
эта машина, она сделана в целях выставки, и их там на выставках все дергали во все стороны. Поэтому, собственно, некоторая кривизна здесь и сохранена. По шумоизоляции все абсолютно то же самое. Вы слышите просто вообще все отовсюду. В том числе и мотор, который натужно сейчас старается. Я, знаете, я в сравнении с Нивой, мы же сейчас, вы видели, на тесте на Ниве ездим, я что-то пока она не груженная, видимо, разница по массе так невелика, что я не чувствую разницы. Она просто такая же абсолютно, так же едет. Ох, а сейчас я буду весело разворачиваться на перекрестке. Так, давайте. Так, возьмем немножечко пошире. Так. Это я виновата. Переключиться надо было пораньше. Так, Володя, теперь ты рассказывай, как тебе там сзади на верхотуре? То же самое, как и в Коротыше. Единственное, сидеть поудобнее, потому что здесь арок нет. Ну да, ну погоди, там же пневма. Понятно, что она Всё скорее равно компенсаторная. Сейчас машина не груженная, поэтому все равно козлит. Козлит сильно, да? Да. Ну, рессоры же все равно, они так. Ну Их да. надо груженными. А представляешь, вот эту машину, да, армянам отдать? Да вообще. Парни, просто первое, что я сделаю сейчас, я отправлю им этот выпуск после того, как он выйдет. Ох, будет! Ох, что будет-то! Ну смотри, я даже такая на динамике вся, смотри. Давай, пошла, милая, давай еще немножко, пошла. Опа, мы девяточку сделали с коротким крылом. У меня такая раньше была, только голубая. Что это? Кожух трется. Стонет. Домой просится. Как красиво мы сейчас. У нас что, бензин закончился? Она заглохла. Да, бензин кончился. Да как это кончился? Не может быть, вон еще у нас типа. Ты что, серьезно? Да ну нахер. У нас не совсем закончился он. Мне кажется, мы здесь встали, и самое время поговорить про расход. Самое Как ты время. думаешь, увеличился расход у этой машины? И пока сидим, ждем моих пацанов с канистры, я, во-первых, хочу вам заявить, что датчик топлива вот конкретно у этой машины поломатый. Я не знаю, может, он так у Нивы и работает. Он когда только доходит до красной зоны, это значит, что все, кирдык, потому что у нас сейчас, явно кончился бензин. Вот я обожаю читать ваши комментарии, пока мы сидим, моих ребят с канистрой ждем, значит, читаю. Некоторые пишут вполне, кстати, нормально. А что, мне нравится, не поджеры, конечно, но если поставить дизелек, вообще будет огонь. Дальше. Алексей Афанасов, например, пишет. Из-за того, чтобы перевести какой-то длинномер, нужно мастерить этот полусрак. Почему вы так ее назвали, Алексей? Не очень понимаю. Владимир пишет. Перевозить что-то длинное, купи прицеп. 200 тысяч рублей можно уложиться. Дальше. Нива Аура, премиум, Нива Аура, несколько прям человек пишет, Нива Аура. О, новая модель, Нива Урбан. Ну зачем вы так? Урбан, там нужно буковку поменять, Урбан. Почему сразу Урбан? Не надо так, это неприлично. Дорогая Елена, вы сказали, что на связи с этими чудотворцами, передайте им, пусть возобновят модель 2329 и ничего длиннее. Рулиться не будет вообще. Китайцы нам напихали по полной. Лена, почему с пятидверки не сделали? Удобнее было бы, да, это факт, но пятидверки-то сейчас не выпускают вроде. Даже без дверей заднего ряда. Вот это да. То, что дверей заднего ряда нет, это, конечно, такое себе. Сейчас подойдет охранник и скажет, здесь парковаться нельзя. Да, будет смешно. Надо администрацию АвтоВАЗ вместе с депутатами и администрацией президента пересадить на эту Ниву. И не дай бог не пересядут. Сразу лишать должности. Может, тогда начнут думать. Это дизель, надеюсь? Ты что пугаешь? В смысле дизельная Нива?
Ну и в заключении, конечно, цену я вам хотела бы сказать. Давайте там за стульчик держитесь, опять же. От 2 миллионов 200 тысяч рублей стоит эта машина. Ну а что мы хотели? Сейчас, в принципе, и новый Нивасик не дешев. Даже в самой базовой комплектации это больше 1 миллиона рублей. И так нормально больше. 1,2. Я вот сейчас был в 1,2. 1,2 миллиона – это новый Нивасик. А тут смотрите, сколько доработок. Можно сколько мешков картошки сюда воткнуть? Просто 100-500. И если серьезно, прелесть Нивы в том, что вы на косарь можете купить, ну ладно, на 5 уже по нынешним временам, на 5 мешок простых запчастей и сделать это в любом сельском автомагазине. На Нивасика есть все и всегда, и все это недорого стоит, и можно купить что-то и бэушное, и новое от разных поставщиков. То есть получается, как ни поверни, смехуёчки, шуточки, а аналогов-то нет. Ну, как вы считаете, мертворожденный проект или имеет право на существование? Все, мои милые, целую вас, обнимаю, пока. Это был максимально забавный день.